ММА для меня это всегда было только хобби. Когда мне его назвали, мы с ним работали, мы с ним спарринговали. Это имя у меня вызвало волнение. Да, он когда-то мне предлагал. 30 Да. января. Так, я тебе... В этом фаворит. Адам Сайтиев, в смысле, Аллах, да, Буайсар Сайтиев. Так как боец я сам, я верю в себя, я могу тоже Ты много. очень много запросил, да? Я не скажу, ну, были у меня больше такие предложения, то, что я просил у AC. Одна национальность, флаг, и каждый хочет болеть за свой флаг. Ты куда? Не катит. Ассаламу алейкум, всех приветствую, дорогие друзья. Меня зовут Арслан Даци. Сегодня в рамках информационного агентства «Обзор пресс» мы на медиа-дне турнира ACB на 21. С нами Юсуф Раисов. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Заметьте, мы просто вот первый раз увиделись. Как твои дела? Чем сейчас занимается Юсуф? Также тренируйся. Есть чем заняться, всегда. Сейчас на турнир, на медиа-день мы приехали. У нас пока время есть, так минут 5-7, я думаю, можно поговорить. И всем интересно, что реально сейчас делает Раисов. Он абстрагировался от темы боев пока, как будто бы, да, вот налаживает контакт по поводу UFC, какие-то вот разговоры. Расскажи немножко, что сейчас в твоей жизни? Ну, я контакт налаживаю уже несколько месяцев. Особо не напрягаюсь. Свои... Ассаламу алейкум. Как дела, Ренат? Да, ответь. Да-да-да, можно показать Рената Фахридинова, который прошел. Вы слышали? Посмотрите. Ага. Если не подпишут, я кашу варить буду. А по поводу тебя какие новости, Ренат? А мне место уступил просто. Одного лысого брали, хотят, чтобы другой был? Я работаю, менеджер работает, особо не переживаю по этому поводу. То есть, если не UFC, ну вот как говорят в народе, то Раисов вряд ли где-то еще себя проявит и вообще будет показываться на каких-то турнирах по ММА, правильно? Да, скорее всего так, скорее всего. Нету такого чего-то интересного для меня, того, чтобы меня могло вернуть сюда. Для меня всегда важна была мотивация. Мотивация, вот что ты вообще понимаешь под этим словосочетанием? Это деньги, да, или тут еще какие-то есть нюансы? Знаешь как, если бы для меня важны были деньги в течение этих 1,5 лет, которые я вот сейчас простаиваю, мне много где предлагали биться, я мог заработать, хорошо заработать легко, не так тяжело, как это делал я всю свою карьеру. Но для меня деньги абсолютно значения не имеют именно здесь. Я зарабатываю деньги в других местах. У меня было много денег. У меня было время, когда этих денег не было. Даже тогда, когда у меня их были, я их терял, потом возвращал по воле Всевышнего. Деньги с ММА мне какого-то интереса и какого-то удовольствия никогда не приносили. Я любил конкуренцию. Сегодня ACB Jiu-Jitsu для меня это сделали. Я всегда в форме. Я люблю тренироваться. Есть уйма бойцов, которые делают это гораздо больше меня, гораздо дисциплинированнее. Но я также нахожусь в форме. Мотивация для меня это хорошая конкуренция, чтобы я видел в своем оппоненте или в своих оппонентах возможных вот какое-то волнение у меня бывало при упоминании этих ребят. Здесь много хороших бойцов, но нет того, чтобы меня зарядило в российском, вообще в любом ММА, кроме UFC. Знаешь, вот когда ты все это говорил, у меня такая ностальгия, я прям вспомнил, такой видеоролик был. В ночи Хабиб Нурмагомедов подходит к какой-то машине и говорит, да, я вот хочу говорить, заработать столько денег, чтобы потом говорить о том, что это хорошо получилось. что типа вот мне деньги не важны в жизни. Вот здесь сейчас, как вообще зарабатывать, на что живет Юсуф Раисов? Какие-то бизнесы, проекты, что? У меня 2 старших брата, у меня хорошие знакомства, альхамдулиллах. И если делаешь дуа, уповаешь на Всевышнего, зарабатываешь дозволенным путем, стараешься это делать. ММА для меня это всегда было только хобби. Зарабатывать это не проблема. Нету такого, чтобы я хотел очень много денег, чтобы я стремился только к заработку. Достаточная сумма, чтобы я мог, наверное, если Всевышний позволит, помочь тому, кто нуждается в этом, и хорошо отдохнуть для себя.
Хорошо, давай последний вот такой вопрос, вот именно в этом направлении. Это что-то типа там каких-то виртуального мира, или это, вот как, к примеру, Забит, да, там открывает рынки, кофейни, вот, или что-то вот такое? Не, мне нужно хорошо и много прочитать бизнес-книг, чтобы я мог такое что-то сделать. В этом плане я не развит. У меня чуть-чуть по-другому получается зарабатывать. Несложными математическими уравнениями. Короче, у Юсуфа Раисова достаточно денег, чтобы обеспечить себя и нигде не выступать. Здесь Лоик Раджабов, как это имя вообще образовалось? Я так понимаю, оно тебе было интересно, и вот по всей этой шумихе в социальных сетях, как будто бы ты был инициатором, как будто бы того, чтобы именно это противостояние, именно это имя у тебя было. Нет, инициатором не я был, я не могу быть инициатором. Лига предложила, там несколько имен было, и многие ребята не смогли по каким-то причинам своим. Лоик мог, Лоик должен был выступить на этом турнире. Когда мне его назвали, мы с ним работали, мы с ним спарринговали, боролись, и это имя у меня вызвало волнение, хотя я Лоика очень сильно люблю, очень хороший парень, золотой парень, я всегда его любил. Мы очень жесткие спарринги с ним делали в Таиланде, это давно, лет 5-6 назад. И когда он сказал, что когда-то я ему предлагал побороться, я зашел в директ, и оказывается, да, я ему Мы говорю. только о нем говорим, и вот он подходит сразу, да? Лоик, вот вы оба друг с другом рядом. Кто все-таки являлся больше инициатором и кто больше изъявил желание все-таки вот провести вот эту схватку? Если честно, я помню, да, помнишь, Да, когда-то, я помню, да, что он говорит. да, он когда-то мне предлагал, и еще мне предлагали там 3 варианта, 2 из них с ударами, я сказал, давай без ударов, и там среди них был без ударов с Юсуфом, я сказал, это будет лучше, чем с ударами, да, без ударов. Чем ты лучше, Юсуф? Ну, я не знаю, не, если честно, помнишь, мы когда-то спарринговали, это было очень давно. Вот смотри, Я в стойке, допустим, 2022 год, 30 Да. января. Так, я тебе схватку надо сделать, все без проблем. Сделаем, отлично. 4 года назад. и он переводил меня в тот момент, я помню это, да, хотя я очень увлекался в последний момент в стойках, а он переводил меня, я вчера там тоже прокомментировал, я говорю, там переводил меня в партер. Я думаю, он в этом фаворит, и, по-моему, по одной причине, потому что он тренируется один из лучших тренеров мира, да, допустим. Смотри, он только что сказал, Юсуф сказал о том, что ты во всем лучше него. Нет, посмотри, Адам Сайтиев, да, в смысле, Аллах, да, это Буайсар Сайтиев, ты сам уже понимаешь, с кем он тренируется, но так как я спортсмен тоже, я себе тоже верю, хотя очень сильно, хотя физически я, очень сильно. хотя так если как аналитик возьмем, Нормальная форма. во всем он имеет преимущество, если так возьмем, но так как боец я сам, допустим, да, я верю в себя, что я могу тоже много чего. Я одно скажу честно, там, без каких-то похвалы какой-то. Я с многими ребятами спарринговал, но такого тяжелого удара, как у него и Абдул-Азизова, никогда не было. Очень тяжелый удар. Так что мы по ММА с ним и не стали бы, но очень хорошо, что и в корпус не надо. Мне надо это Все, мы с тобой еще поговорим обязательно, да, дополнительно. У него, у Лоика, довольно большая фанатская база из Таджикистана, да, и ни для кого не секрет, что любой спортсмен, который из Таджикистана, ну, у него огромное количество поддержки на любых турнирах. Вот это не давит на тебя? Не, здесь я с тобой поспорю. Таджики очень сильно за меня всегда болели. И даже сейчас я вижу, что когда ребята с Таджикистана ставят смайлы, они ставят 2 смайла. Не один для Лоика, а именно для нас обоих. Я согласен с тем, что они должны болеть за своего парня. Это этнический таджик, который проживает в Таджикистане. Лоик парень, за которого могут болеть люди, которые только один раз его увидели. Очень хороший, чистый парень. И на этот раз я не буду обижаться на таджиков, если они будут болеть только за него. Ну, ты принимаешь ту информацию, что все-таки большая часть и такой, знаешь, абстрактный здравый смысл, он все-таки возьмет вверх, и они прям, наверное, мне кажется так, на турнире будут немножко агрессивно даже его, возможно, поддерживать, несмотря на любовь к твоему имени. Агрессивно нет, я не согласен. Агрессивно нет, но поддерживать, я думаю, будут, потому что все-таки это народ, это вот там одна национальность, флаг, и каждый хочет болеть за свой флаг. Поддержки у меня здесь достаточно. Таджиков я всегда любил и люблю, и согласен с тем, что они должны и обязаны своего поддерживать, но не агрессивно. Ты здесь хочешь какую-то соль насыпать.
Окей, и что в твоей жизни вообще в ближайшее время? Вот знаешь как, Юсуф, когда мы вообще узнаем о тебе что-то? Вот да, ты там выступаешь в UFC, ты подписал контракт, или ты не выступаешь в UFC и ты оставляешь тему вообще со смешанными единоборствами. Вот какой период времени нам ждать, вот, грубо говоря, эту информацию? Я знаешь, о чем думал? Что того, что было в начале моей карьеры, то, о чем я мечтал, я это давно сделал. И тех ощущений, что были, не вернуть больше никогда не будет этих ощущений. Не будет того волнения, если даже это будет пояс UFC. Я не вижу там людей, которые могут выиграть меня. Я не говорю, что это слабые ребята. Это очень сильные ребята. Но так же, как и Лоик говорил, я спортсмен, я уверен в себе. Даже в России есть крепкие ребята, но нет тех, кто вот так воодушевил бы меня выступить. Я достаточно выступал, у меня 25 поединков на крупных турнирах. Каждый свой бой я на крупном турнире проводил в составе больших звезд. Когда обо мне узнают, я до конца года, скорее всего. Нету такого, что я прямо утром встаю и думаю, вот бы меня подписали. Такого уже нету. У меня всегда были другие цели, озвучивать их я смысла не вижу. Я знаю, что я человек слабый. Для меня нужна была площадка для выступления. У меня контракт с ACB Jiu-Jitsu. Есть переговоры с РАФом, и ведутся переговоры по вольной борьбе, схватки по борьбе. Как будто бы ты потерял мотивацию. Так ли это? Вот пишут в основном в социальном мире, что Юсуф Раисов, ну вот смотря на него, на его позицию, как будто бы он потерял такую мотивацию, что ли. Да нет, мотивацию, видишь, нельзя так сказать. Я просто меньше в медиа появляюсь, потому что мне это никогда интересным для меня этого не было. Мне много предлагают и каких-то проектов, ну, чтобы сняться. Известность мне никогда не была интересна, и я никогда не хотел этого. И я не виню тех, кто это хочет, у каждого свой путь. И не нужно говорить, что... Ну, я не думаю, что люди говорят, но в общем думают, да не, он... старается как-то, ну, что это неправда, то, что я говорю. Мне известность не была интересна, поэтому я нигде не светился, никогда. Когда это надо было для турнира, я это делал. Я сейчас, сегодня медиадень, я сюда пришел. Но люди, наверное, когда тебя не видят в медиа, считают, что ты потерял мотивацию. Но мы находимся в зале, видишь, Инстаграм я не особо веду, хотя стараюсь, потому что есть много людей, которые переживают за меня, за нас, за спортсменов, следят за нами. Ну, наверное, надо оператора нанять, чтобы люди думали, что у меня мотивация. Целую пиар-команду, как Армана Царукяна, да? Ну, мы чуть разные, Арман молодец, мы чуть в этом плане разные, у каждого свой путь. Большое спасибо за интервью. Мы желаем удачи на твоем пути, ва алейкум салам, и во всех начинаниях, чтобы наконец-то ты в первую очередь, а потом уже мы узнали ту самую хорошую новость. А мы пошли общаться с Лоиком. С нами Лоик Раджабов, боец из Таджикистана, который выступал в UFC. Сейчас у него будет схватка на ACB 21. Лоик, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Как себя чувствуешь? Ну, в принципе, отлично. Ты вроде вот на днях, да, или, по-моему, даже вчера прилетел из Таджикистана, правильно я понимаю? Да, после вчера был. Позавчера. Да, уже успел с Бахридином вроде какие-то подкасты записать, прогуляться по Москве. Как тебе вообще здесь? Погода, атмосфера? Если честно, погода очень хорошая, мне понравится, потому что у нас очень сильная жара. И да, Бахридин, он всегда не упускает шансы. Мы же просто туда-сюда ходили, он говорит, да, лучше записываем какой-нибудь подкаст, мы пошли записали. А так, в принципе, просто гуляю по городу. Так. Баха вроде прям вот за всех таджикских спортсменов отвечает, ему за это огромное уважение. Вы, мне кажется, прям его на руках носить должны просто. Вот весь спортивный, особенно бойцовский мир Таджикистана. Да, я давно знаю, где-то 6 лет назад мы уже первый раз начали с ним, первый раз с ним у меня был подкаст в жизни, да, можно сказать. Да, он в этом, он сам тоже любит, и при этом он толкает, чтобы наших бойцов, чтобы другие узнавали, да, из-за этого он более так в этих сферах наших толкает вперед, да. Я прям ходатайствую даже о том, чтобы вот реально Бахридину вот какое-то место даже в правительстве Таджикистана организовали, особенно в Министерстве спорта, потому что он выполняет огромнейшую работу. У него уже есть, я думаю, работа, он очень, вот когда у нас вот Федерация дзюдо, он всегда там находится, у него всегда там, не знаю, какой-нибудь полномочий, я не знаю, но он всегда там, да.
Поэтому я думаю, уже у него роль один появился, и я думаю, в остальных, если дадут, то это будет еще лучше. Да, мы очень много говорим о Бахе, но ты этого на самом деле заслуживаешь. А тебе, Лоик, ты выступал в UFC, победа, поражение, и тут мы слышим новость, что контракт завершился, но не продлили. Расскажи. Как завершился контракт, они не отпустили меня больше года. Мне, честно, дали 2 раза, или я не помню, 3 раза на коротком уведомлении, но, к сожалению, я очень много раз травмировал. Каждый, допустим, бывает месяцы, через месяц или через 2, вот так часто травмировался, из-за этого не мог. Когда мне предлагали 2-3 раза, я не помню точно, но я сказал, что я не могу из-за травмы, и потом из-за, как мне менеджмент передал, говорит, из-за неактивности они не продлили контракт и таким образом освободили меня. Вот так они мне сообщили. Но хотя больше года я у них был в списке, они проверяли меня и давали, допустим, там тоже можно, там я использовал их вот эти услуги, когда был в Вегасе. Но потом вот так не продлили, да. Какие новости сейчас? Возможно же ли, что Лоик Раджабов вновь выступает в UFC? Не, Какую новость мы мне, услышим? мне сказали, что давай сделаем где-нибудь бой и обратно, но я уже больше не хочу. Я сказал, что лучше буду выступать в других лигах. Мне самому захотелось выступать в российских лигах, так как здесь очень много наших земляков, и при этом, когда здесь бывает что-то трудности, мне сразу помогут, а там с этим проблема. Да, есть братья, которые помогают, но все равно их мало, да, ты не всех достаешь, можно сказать. Вот поэтому я хотел здесь, но мы ввели переговор, точнее, я сам вел первый раз переговор с ACA, но пока мне ничего не ответили, мы не договорились, но потом вот так в последнее то, что я написал, не сказали нет или да, не сказали, так и оставили. Вот так. То есть не проявили интерес к твоему имени, мы правильно понимаем? У них был интерес, они хотели, но мы не смогли договариваться о гонорарах, да, можно сказать. Вот это играло чуть роль. Там потом... То есть ты очень много запросил, да? Были у меня больше такие предложения, было у меня намного больше, чем то, что я просил у ACA, но это был в Америке. Я сказал, давай лучше, вот у меня есть, если этого не было, мне не обидно было, да, хотя я от другого отказался, и не хочу, чтобы слишком, допустим, да, снизили эту цену. Я вот сказал, как, О каких суммах идет речь? Десятки миллионов? Не, это не так уж много, ну, там несколько миллионов, но не так уж больше, не. Ну, больше 10. Не, меньше, там меньше. Вообще, Лоик Раджабов, он где планирует себя проявлять в большей степени? Вот сейчас вот ты выступаешь на ECBJJ, в смешанных единоборствах. Когда мы услышим новость, так сказать, когда ты выйдешь в октагон? Ну, если мы договоримся, то в Таджикистане, я думаю, в октябре или, я не знаю, ноябре будет проходить ACA турнир, я думаю, там буду выступать, если мы договоримся. Если нет, то, думаю, я еще раз один попытку сделаю. У меня были 2 раза из Европы предложения. Наверное, или Европа пойду, или на этом завершу, я не знаю точно. Я только что разговаривал с Юсуфом, ты, да, подошел к нам, и, знаешь, вот очень интересно, он сказал о том, что да, и, соответственно, таджикская фан-база будет болеть за тебя, но и его не оставить ни в коем случае в стороне, потому что его любят. Вот каково для тебя вообще, что для тебя значит поддержка земляков? Ну, я же говорю, это один из причин, которые я хочу здесь выступать. То, что у нас здесь очень много и болеют, и мотивируют, я думаю, из-за этого. Хотя, с другой стороны, есть ответственность, и не хочется, чтобы их разочаровать. Но, с другой стороны, я сам хотел, чтобы почувствовать эту атмосферу. Большое спасибо, Лоик, желаем успехов и удачи на твоем пути. Спасибо большое. С нами был Лоик Раджабов. Подписывайтесь на канал Обзор Пресс. Все самое интересное из мира спорта.